Привет, троечки. Сегодня у нас послание от духовного наставника, да? Ну, кто называет его ангелом-хранителем, кто духовным наставником, суть одна. И прежде чем начать, приглашаю всех в манифест. В манифесте вы научитесь и защиты ставить, и чистки делать, и свою квартиру, свое жилье чистить. Но все начинаться будет с создания своего алтаря. Это очень интересно и, как сказать, не по книжкам, не так, как вы привыкли, а где-то прочитали и так далее. Все очень, как говорится, без шизофрении. Поэтому приходите в манифест, и, кстати, на уровне манифеста вам станет доступно все: и проживание старших, младших арканов, и марафоны, и библиотека эзотерические, и магический чат, и трактовки, обзоры колод, обучение по Таро. Все это станет доступно на уровне манифест. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Ну а мы с вами давайте начнем наш расклад. Троечки. Ну смотри, первый вопрос: какое тайное послание твой ангел-хранитель, твой духовный наставник хочет до тебя донести? Знаешь, ты вот внутри, да, все еще живешь в старой истории любви, где была вот эта самая большая ставка, на которую ты поставила все. Вот прям, вот все это значит все. Душу, все. Вот все это значит все. И ты реально верила, что вот тогда это был твой самый главный шанс. А вложилось все, вот и душой, и телом, и нервами, и планами, и энергией, и, возможно, даже деньгами. И когда все развалилось, ты не просто с человеком рассталась, ты как будто веру в себя потеряла, как в женщину, которая когда-то была счастлива. И сейчас, послание такое, что вот хватит вот эту историю считать вершиной своей жизни. Это уже давно не твоя планка. Это твой якорь сейчас. Ты цепляешься не за человека даже, а вот за ощущение, что вот там я была живая, там я была влюбленная, там была я настоящая. Я никогда так больше не любила и не полюблю. Но это заблуждение, конечно же. А все, что вот после, ты сознательно сравниваешь с тем периодом. И каждый раз делаешь вывод, что это не то, да, уже не так, как было раньше. Уже как раньше не получится. То есть ты сама обнуляешь любые новые шансы, потому что внутри у тебя установка, что лучше уже было, а дальше только слабые копии. Из-за этого ты сейчас живешь с ощущением потери. Как будто жизнь, она уже что-то забрала и назад не вернет. И вот ангел-хранитель, он тебе говорит сейчас, что твоя жизнь-то, она не закончилась в тот самый момент, да, когда ты стояла в дверях и понимала, что вот все, конец. Ты не обязана до конца дней носить вот этот траур по тем отношениям. Даже если, там у вас были планы на дом, детей, старость вместе и так далее. Все, что было, оно уже отработано. Вот ты свой урок там взяла, но ты продолжаешь почему-то не отпускать это. И вот не потому, что он там особенный какой-то, да, а потому что ты боишься снова вложиться по-настоящему и снова ошибиться.
И тебе проще ходить по кругу вот этой вокруг старой боли. Это вот, не каравай, как называется-то, хоровод водить. И у тебя в голове, и на словах тоже. Я после этого уже другая. Тебе так проще, чем признать, что ты еще хочешь любить и хочешь быть любимой. И послание тут: перестань держаться за вот этот образ женщина, которой разбили жизнь. Ты не разбитая. Нет, ты не разбита, ты застрявшая. И когда ты честно себе скажешь: "Да, мне все еще нужна любовь, но теперь по-другому, по-честному", у тебя тогда начнет меняться и реальность. А какой скрытой опасности стремится тебя уберечь ангел-хранитель? Тут маячок. Семья и счастливая картинка. То есть вот эта установка твоя, что нормальная жизнь — это когда дом, это когда вот совместный быт, какие-то совместные фотографии, праздники, вроде как по правилам, да? Вот тут как раз ловушка. Ты сейчас хочешь стабильности и нормальности, что даже ты готова влезть в историю, в отношения, лишь бы не быть одной, закрыв глаза на все вот эти, тревожные звоночки и тревожные моменты. Понимаешь? Попасть в сценарий, где снаружи все красиво, рискуешь, вроде мужик при деле, да, без жестких косяков, даже, может, с ребенком, с роднёй, которая тебя быстро к себе подтянет. Все семейно, все правильно. А вот внутри ты гаснуть начнешь. Потому что за вот этой картинкой стоит простая вещь. Там нет места твоим желаниям. Там все выстроено вокруг вот этого понятия, как положено. То есть, я объясню, работать надо вот так, отдыхать нужно вот так, деньги тратить вот так, с родственниками общаться вот так, а детей вообще вот так вот воспитывать. То есть ты туда встанешь как в готовую схему. И сначала тебе легко станет, вроде понятно, да, что делать, вроде жизнь как у людей, а потом начнет подтачивать изнутри. Захочешь что-то свое, да, тебя начнут мягко, как говорится, осаживать. Захочешь работу сменить, скажут: не время. Захочешь поехать без всех, да, глазки закатят. И главное, ты сама себя начнешь гасить фразами типа: "Ну, зато я не одна, зато дом полная чаша, зато не хуже других". Вот от этой иллюзии тебя и пытается оттянуть ангел-хранитель. От иллюзии. Тебе нельзя продавать себя за ощущение безопасности. Нельзя соглашаться на вариант, где ты вроде как в тепле, но без тебя. Вот как сказать? Ты в тепле, но тебя там нет. Вот как объяснить-то? Вот как будто, часть тебя, как говорится, за воротами осталась. И вот опасность именно в этом. Ты влезешь в идеальную с виду историю и потеряешь свой вкус к жизни. А потом будешь сидеть на кухне, и мысли у тебя будут кру ка кара ха блин, зачем я к этому караваю прицепился? Наверно, хлеба хочу. Хоровод водить. Я сама сюда пошла, теперь дергаться поздно. Куда я теперь? И вот наставник, он предупреждает: не ведись на одну только картинку благополучия, смотри глубже. Есть ли в этом месте место тебе настоящей? С твоими странными желаниями, с твоими планами, с твоим характером, с твоими вот этими, как сказать, этими не желаниями, с твоими фантазиями. Или ты нужна только как удобный элемент в какой-то чужой, готовой системе? Понимаешь? Какой шаг он просит сделать, чтобы твоя жизнь кардинально изменилась к лучшему? Ну, смотри, тебе предлагает он сделать один шаг, который ты все время откладываешь, потому что у тебя есть страх, а вдруг опять по кругу.
Вот смотри, ты уже, наверное, видела, что вот жизнь время от времени подкидывает тебе вот эти резкие повороты. То знакомство, да, там какое-то внезапное, то неожиданно там возможность переезда там в другой город, другую страну, в другой подъезд, неважно. То шанс работу сменить и начать что-то новое. И вот каждый раз ты в последний момент начинаешь подвох искать. Типа, а вдруг обман? А вдруг не потяну? А вдруг опять больно будет? В итоге даешь шанс не себе, да, хотя тебе шанс дают, а ты своим страхом шанс даешь. И вот ангел-хранитель, он сейчас, как говорится, говорит тебе, что при следующем реальном шансе не отскакивай назад. Ты же умеешь чувствовать, где тебе интересно, где у тебя глазки загораются, да? И вот в такой момент тебе и нужно будет не убегать, а зайти поглубже. Риск есть, риск есть. Никто не дает тебе гарантию, что все гладко будет, как сивка по бурке, да? Но ты и так уже столько лет крутишься вокруг одного и того же сценария. У тебя какой сценарий? Боишься, отступаешь, жалеешь, что не попробовала. Вот у тебя сценарий твой любимый. И вот шаг, про который я говорю, да, вот это когда жизнь в очередной раз резко меняет тебе расклад и ставит тебе выбор, а ты не хватаешься в это время за старое, да, а сознательно идешь в эту новую ступеньку, да, в этот новый цикл. Например, там переезд, соглашаешься туда, куда хочешь давно, даже если там не знаешь никого, да. В отношения идешь, где все по-новому, то есть не по твоему привычному плану или типажу, и начинаешь себя вопросами вот этими теребонькать, да. А что если? Понимаешь? Или свое дело запускаешь. Вместо того, чтобы опять вкалывать, только на чужую мечту ты свой проект какой-нибудь запускаешь, и при этом мысль: "А у меня, наверное, все таки не получится". Понимаешь? Ты перестаешь играть честную только с самой собой. Если видишь, что кто-то рядом юлит, хитрит, что-то скрывает, не делаешь ты вид, что не заметила. Ты не подстраиваешься под чужую игру. Ты берешь свои шансы от жизни. Понимаешь? Ты откровенно должна быть сначала с самой собой, а потом только там с другими, с третьими, с четвертыми. То есть ты идешь туда, где для тебя реально новый этап. И не берешь с собой вот эту привычку все терпеть, все объяснять и саму себя обманывать. Чуть матом не сказал. И вот эта комбинация честности с собой и согласия на риск, она и перевернет тебе жизнь. Потому что в твоей жизни начнешь рулить ты, а не какой-то там случай, не какие-то там чужие решения. Я третий вариант вообще не понял. Я вам картинку свою рассказал, да, в голове, которая крутится по этим картам. Но я сам, если честно, ничего не понял. Но для кого этот расклад, для них все как маслом по сивке, когда он бурку мажет. Надеюсь, понятно все. Подписывайтесь на канал, жми на колокольчик и помни, что борщ только деду.